Хезболла заявила о начале военной операции против Израиля. Тот отвечает: готовы к продолжительному противостоянию. Сначала суда в Ормузском проливе, теперь нефтехранилище в Омане. Иран заявил, что готов воевать и на мировом экономическом фронте. Тем временем страны Большой Семерки уверяют, как бы тяжело не было, снимать санкции с России не намерены. Иран готовится атаковать территорию США. В отчете ФБР говорится о Калифорнии. По каким целям намерена бить Исламская Республика? Горячая перепалка в ООН. США заявили, что Китай и Россия показали, что они выступают на стороне Ирана в этой войне. Трамп назвал сам себя победителем, но пока уходить из Ирана не собирается. Это уже третья мировая война, ученые назвали признаки. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Север Израиля подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ливанской группировки Хезболла. По предварительным данным, из Южного Ливана по территории Израиля было выпущено около 100 ракет и беспилотников. Сирены воздушной тревоги прозвучали в приграничных городах и населенных пунктах Галилеи. Часть снарядов была перехвачена системами противоракетной обороны, однако некоторые упали на открытой местности. Хезболла заявила о начале военной операции против Израиля и сообщила, что удары были нанесены по военным объектам и позициям израильской армии на севере страны. В организации утверждают, что атаки стали ответом на действия Израиля и авиаудары по территории Ливана. Израильская армия в ответ начала наносить удары по объектам группировки на территории Ливана. По данным СМИ, израильские ВВС атакуют инфраструктуру Хезболлы в южных районах страны и пригородах Бейрута. Ситуация остается напряженной, и эксперты предупреждают, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну на северной границе Израиля. Как армия, мы готовы к тому, что эта кампания будет продолжаться столько, сколько потребуется. Мы начали ее обдуманно, по четко организованному плану, чтобы устранить экзистенциальную угрозу. У нас есть структурированный план. Мы усиливаем удар и будем продолжать усиливать его до тех пор, пока эта угроза не будет устранена. Сегодня Хезболла находится под давлением. Она работает на своего иранского хозяина и действует вопреки интересам Ливана. Она не только не защищает Ливан, она наносит ему вред. Мы видим заявления лидеров правительства Ливана. Она вредит государству Ливан. Она наносит ущерб Ливану, и мы будем продолжать наносить по ней удары, пока она не будет разоружена. Как мы уже говорили, и как начальник Генштаба заявлял неоднократно, мы будем настаивать на требовании разоружить Хезболлу. И мы продолжим бороться до тех пор, пока это не произойдет, даже если это займет много времени. В порту Салала в Омане произошел удар по нефтехранилищам. На кадрах, опубликованных в соцсетях 11 марта, видно сильный пожар и густой дым, поднимающийся над резервуарами. Место съемки удалось подтвердить по расположению дороги, силосов и линии электропередачи. Они совпадают со спутниковыми снимками порта в районе Райсуд. Точная дата записи не установлена, однако более ранних публикаций этих видео в сети не обнаружено. Британская компания морской безопасности Embry сообщила, что в порту были поражены объекты хранения топлива. По данным оманского телевидения, по топливным резервуарам ударили беспилотники. Власти Омана заявили, что инцидент не повлиял на поставки нефти и нефтепродуктов в стране. Также сообщается, что повреждений торговых судов в порту не зафиксировано. В Дубае беспилотник врезался в жилой небоскреб в районе Дубай-Крик-Харбор. По предварительным данным, удар пришелся по 57-му этажу здания адрес Крик-Харбор. В результате поврежден фасад и несколько квартир. Сообщается о пострадавших. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. Рядом с жилым комплексом расположен 5-звездочный отель «Адрес Хотелс». Район временно оцеплен, специалисты проверяют состояние здания. Власти Дубая выясняют обстоятельства инцидента и происхождение беспилотника. Израиль начал масштабную волну ударов по южным пригородам Бейрута. Серия мощных взрывов и столбы дыма были видны из района Баабда. По данным ливанских властей, ранее израильский удар также поразил жилой дом в центральной части столицы. Израиль заявил, что расширяет операции против движения Хезболла. Ливанские власти сообщают более чем о 600 погибших и 800 тысячах перемещенных жителей с начала боевых действий. Над Южным Ливаном зафиксированы пуски ракет. По словам израильского военного источника, Хезболла и Иран впервые провели совместную ракетную атаку по северу Израиля с начала войны. Израиль усиливает военное присутствие на юге Ливана и создает новые позиции для предотвращения атак. Появилось видео предполагаемого удара по аэропорту Кермана. В кадре мощная вспышка и густое облако черного дыма. Локальные СМИ сообщили, что атака произошла 10 марта. Геолокация видео подтверждена по зданиям, дорогам и мосту в районе аэропорта. В центральной части Израиля обнаружены обломки ракеты. На месте металлические фрагменты, врезавшиеся в землю. С воздуха виден широкий радиус разлета обломков. Центральное командование США опубликовало кадры операции авианосца USS Эбрахам Линкольн. На видео взлеты палубной авиации и подготовка вооружения. По данным Пентагона, корабль участвует в операции «Эпическая ярость» в войне против Ирана.
Сообщается о повреждениях исторического дворца Чехель-Сатун, объекта всемирного наследия ЮНЕСКо. Видео показывает разрушение потолков и интерьеров здания. По данным иранских властей, повреждения произошли после удара по зданию губернаторства Исфахана, расположенного примерно в 150 метрах от дворца. ЮНЕСКо заявляет, что 4 иранских объекта всемирного наследия уже повреждены с начала войны. Несмотря на регулярные ракетные тревоги, на пляжах Тель-Авива остается многолюдно. Люди гуляют, занимаются спортом и катаются на кайтсерфе. Война между США, Израилем и Ираном продолжается вторую неделю, распространяясь на весь регион Ближнего Востока. Иран пригрозил ударить по мировой нефтяной торговле. Военные заявили, если война в регионе продолжится, цена нефти может взлететь до $200 за баррель. По словам представителя штаба Хатам Аль-Анбия Ибрахима Залфагари, Тегеран готов атаковать суда, которые перевозят нефть для США, Израиля и их союзников. Иран утверждает, что контролирует ситуацию в Ормузском проливе. Через него проходит около 1/5 части мировой нефти. На фоне боевых действий в регионе там уже атакованы несколько судов, а проход через пролив остается под угрозой. Мы неоднократно предупреждали Трампа, хозяина сионистских убийц, детей и организации Моссад, что вы можете начать войну, но именно мы определим, как она закончится. Вооруженные силы Исламской Республики Иран, поскольку держат инициативу в Ормузском проливе, не нуждаются в его закрытии. Любое закрытие Ормузского пролива станет результатом условий, которые Соединенные Штаты и сионисты навязали странам мира. Мы никогда не позволим пройти через Ормузский пролив даже 1 литру нефти в пользу Соединенных Штатов, сионистского режима или их партнеров. Любое судно, чей груз или нефтяная партия направлены в США, к сионистскому режиму или их враждебным партнерам будет считаться законной целью. Ваша стратегия прятаться за соседними с Ираном странами в исламском и мусульманском регионе Западной Азии и фактически по всему миру исчерпана. Тактика вашей трусливой армии, скрывающейся в гражданских районах и инфраструктуре стран региона, не спасет ваши силы от трясины, в которую вы попали. Ваши жизненно важные центры и базы будут гореть один за другим в огне, который вы сами разожгли, и это будет происходить снова и снова. Политика ответных ударов око за око с нашей стороны закончена. Отныне мы будем проводить политику удара за ударом, до вашего полного наказания и раскаяния. Хоть раз будьте честны. Не пытайтесь изображать героев. Признайте свое поражение на протяжении всей истории Соединенных Штатов и с самого основания злосчастного сионистского режима. И признайте свою неправоту и ошибку. Вы неоднократно указывали на присутствие своих военно-морских сил в водах региона. Но даже когда вы лишь немного продвинулись вперед, вы отступили перед ракетной мощью Ирана. С первого дня вашей агрессии мы ждем их, чтобы доказать вам, что ваша трусливая армия гораздо меньше, чем вы себе представляете. Вы не сможете искусственно удерживать цены на нефть и энергию на низком уровне с помощью экономической поддержки жизнедеятельности. Как мы уже предупреждали, если война распространится по региону, ожидайте цену нефти на уровне $200 за баррель. Цена нефти зависит от уровня безопасности в регионе, а источником этой нестабильности являетесь вы. Наши руки полны еще более сильных и мощных ударов. Продолжая предыдущие операции по сокрушению врага, мы отомстим за чистую кровь нашего погибшего лидера, нашего любимого народа, невинных женщин и детей, а также невинных ангелов из Минаба, которые были убиты. ФБР предупредила правоохранительные органы Калифорнии о возможной угрозе со стороны Ирана. По данным спецслужб, Тегеран мог рассматривать вариант неожиданной атаки беспилотниками по целям на западном побережье США. Предположительно, дроны могли быть запущены с неизвестного судна у американского побережья. В бюллетене ФБР говорится, что информация относится к началу февраля 2026 года и рассматривалась как возможный ответ на военные удары США по Ирану. При этом конкретных данных о времени атаки, целях или исполнителях у разведки нет. Власти Калифорнии заявили, что работают совместно с федеральными структурами для усиления мер безопасности. При этом правоохранители подчеркивают, подтвержденной и непосредственной угрозы на данный момент нет. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке американские спецслужбы также предупреждают о рисках атак со стороны союзников Ирана, включая возможные действия спящих ячеек и использование беспилотников. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже отреагировал и заявил, что штат готов к любой чрезвычайной ситуации. Я нахожусь в постоянной координации со службами безопасности и разведки, включая Управление по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, чтобы отслеживать потенциальные угрозы для штата, в том числе связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. На данный момент нам неизвестно о каких-либо непосредственных угрозах, однако мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате. Калифорния активно отслеживает сообщения о возможных угрозах, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.
Губернатор поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям Калифорнии повысить уровень готовности и с самого начала конфликта координирует работу с государственными, местными и федеральными партнерами для круглосуточного обмена информацией. Калифорния готова защищать наше сообщество. Дональд Трамп заявил, что не боится возможных атак на территорию США со стороны Ирана. По его словам, американские силы уже серьезно ослабили иранскую армию. При этом он призвал нефтяные компании продолжать использовать Ормузский пролив, несмотря на напряженность в регионе. Сегодня 11-й день, и, как вы знаете, мы делаем то, что никто никогда не думал возможным. Наши военные лучшие. Это самая мощная армия в мире, и они наносят очень сильные удары. Это 47 лет злоупотреблений и убийств множества людей. Убийств и нанесения увечий множеству людей. Что еще нужно сделать в военном плане, чтобы эта операция закончилась? Больше того же самого. Посмотрим, как все сложится. Прямо сейчас они потеряли свой флот. Они потеряли свои военно-воздушные силы. У них вообще нет системы противовоздушной обороны. У них нет радаров. Их лидеры устранены. И мы могли бы сделать друг другу намного хуже. Мы оставляем некоторые вещи. Если мы их уничтожим, а мы могли бы уничтожить их уже сегодня днем, на самом деле в течение часа, они буквально никогда не смогли бы восстановить эту страну. Вы обеспокоены возможной террористической атакой внутри США, поддержанной Ираном? Нет, Как главнокомандующий, что вы скажете об ударе по школе в Иране? Новый отчет говорит, что военное расследование установило. Именно США нанесли этот удар. я об этом не знаю. Вы разговариваете с руководителями нефтяных компаний, призывая их использовать этот пролив? Я думаю, они должны. Думаю, им следует использовать этот пролив. Послушайте, мы уничтожили почти все их корабли минные заградители за одну ночь. Мы уже на 60-м корабле. Я не знал, что у них такой большой флот. Я бы сказал, большой и неэффективный. Но практически каждый их корабль, почти весь их флот, сейчас лежит на дне моря. Они заложили какие-нибудь мины в Ормузском проливе или перемещали их? Мы так не думаем. Позже Дональд Трамп выступил на митинге в Хеброне, штат Кентукки. Он заявил, что США уже одержали победу в войне с Ираном, но подчеркнул, что американские силы не уйдут, пока операция не будет доведена до конца. И по мере того, как мы предпринимаем решительные действия, чтобы остановить угрозу, исходящую от террористического режима в Иране, с операцией «Эпическая ярость». Отличное название, правда? Но оно хорошее только если вы выигрываете. Знаете, можно только... И мы выиграли. Мы выиграли. Вы знаете, никогда не хочется говорить слишком рано. Вы выиграли. Мы выиграли. Мы выиграли. В первый час все было закончено. И моя администрация, как вы знаете, лучше, чем кто-либо, также работает над тем, чтобы нефть продолжала поступать. Она течет повсюду. Мы уничтожили, вы знаете, они хотели сбросить мины, очень дружелюбные люди. Мины, чтобы корабли взрывались. И мы уничтожили. Знаете, каждый час мне приходится менять цифры, потому что их уничтожают так быстро, я никогда такого не видел. Подумайте об этом. Они уничтожили 54 корабля за 2 дня. Это настоящие корабли. На самом деле я разозлился на своих людей. Я сказал, они вообще хорошие? Да, это военные корабли. Я сказал, почему, черт возьми, мы их уничтожили? Почему просто не захватили их и не использовали в нашем флоте? Они сказали, что они бы для этого не подошли. Но мы уничтожили 58 военно-морских кораблей. Мы уничтожили их флот. Ладно, давайте скажем так. Но мы также уничтожили минные заградители. Их называют минными заградителями. Они ставят мины в воде. Прекрасная работа. Разве это не мило? Взрывать корабли. И мы уничтожили 31 из них. К тому времени, как я закончу говорить, они все исчезнут. Эти люди работают очень быстро. Но я рад сообщить, что ранее сегодня Международное энергетическое агентство согласилось координировать выпуск рекордных 400 миллионов баррелей нефти из различных национальных нефтяных резервов по всему миру, что существенно снизит цены на нефть, пока мы заканчиваем эту угрозу для Америки и эту угрозу для мира. Мы ведь не хотим уходить раньше времени, правда? Мы должны закончить работу, верно? За последние 11 дней наши военные практически уничтожили Иран. Жесткая страна. Их военно-воздушные силы исчезли. Полностью исчезли. На это ушло примерно около 3 часов. У них больше нет радаров. У них нет средств противовоздушной обороны. У них ничего нет. Их ракеты уничтожены на 90%. Их дроны уничтожены на 85%.
Мы взрываем заводы, где они производятся, направо и налево. А затем, после Midnight Hammer, мы ушли, мы подумали, что с ними будет покончено на какое-то время. Но они снова начали. Вот почему мы должны закончить это, верно? Мы не хотим возвращаться к этому каждые 2 года. Но цены на нефть уже начинают снижаться и будут снижаться дальше. Но мы не уйдем, пока эта работа не будет завершена. И это будет очень быстро. Это будет очень быстро. Но мы не собираемся рассчитывать на наличие компетентных президентов. Мы должны исходить из того, что у нас могут быть некомпетентные, такие, как тот, что был у нас в прошлый раз. Он даже не мог сойти со сцены, помните? В Совбезе ООН приняли резолюцию с осуждением атак Ирана на страны Персидского залива. Документ поддержали 13 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Инициатором выступил Бахрейн при поддержке 135 государств. Резолюцию, предложенную Россией, Совет Безопасности отклонил. После голосования в Совете началась горячая дискуссия о роли Ирана и риске дальнейшей эскалации в регионе. Ответственность за любые негативные последствия на Земле, которые может повлечь за собой недобросовестность и безответственность некоторых членов Совета, лежит целиком и полностью на них. Это голосование лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость. Нам любопытно, неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда. Да и вообще просто позор. Российская Федерация знала, что сегодня у нее нет голосов для принятия своей резолюции, однако все равно настояла на голосовании. В очередной раз Россия действует здесь, в Совете Безопасности, чтобы защитить своего партнера, Иран. Мы отвергаем попытку России поставить знак равенства между законными действиями Соединенных Штатов, предпринятыми в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и практикой Ирана, его кровопролитием и жестокостью по отношению к собственному народу и людям по всему миру, а также с его недавними преднамеренными и масштабными ударами по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты продолжат работать здесь, в Совете, и за его пределами, чтобы привлечь иранский режим к ответственности и вывести на свет его дестабилизирующие и незаконные действия. Попытки России помешать этому Совету действовать в соответствии с его основополагающими принципами нас не остановят. Позвольте сказать прямо. Эта резолюция является вопиющей несправедливостью по отношению к моей стране. Главной жертве очевидного акта агрессии. Она искажает реальную ситуацию на месте и намеренно игнорирует коренные причины нынешнего кризиса. Сам смысл этого предвзятого и политически мотивированного текста, продвигаемого израильским режимом и Соединенными Штатами, ясен — поменять местами жертв и агрессоров. Он вознаграждает режимы Соединенных Штатов и Израиля, которые нарушили устав ООН и совершили акт агрессии. Тем самым создается атмосфера безнаказанности и посылается опасный сигнал международному сообществу, поощряющий агрессоров к новым преступлениям. Соответственно, мы не признаем сегодняшние действия Совета. Мы считаем их несправедливыми и незаконными, противоречащими Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву, а также полностью игнорирующими установленные принципы определения акта агрессии и нарушения мира. Не сомневайтесь, сегодня это Иран, а завтра это может быть любое другое суверенное государство. Мы благодарим Россию и Китай за их конструктивные усилия. За последние сутки иранский режим запускал ракеты и беспилотники не только по Израилю, но и по всему региону. По Израилю, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Кувейту, Бахрейну, Оману, Ираку, Иордании, Сирии, Ливану, Азербайджану, Турции и Кипру. Посол Равани говорит, что Иран наносит удары только по военным объектам. Вы только что это слышали. Господин председатель, это просто неправда. Господин Равани, вы и ваш режим лжете всем нам.
Вы утверждаете, что наносите удары только по военным целям. Как вы можете это говорить? Мы не глупы. Я знаю это, потому что ваши ракеты бьют по городам Израиля, где сейчас находятся мои дочери, где живет моя мать. За последнюю неделю представитель Ирана отправил письмо за письмом в Совет Безопасности. Вот они. 15 писем. По крайней мере, по одному в день. И каждое повторяет одни и те же обвинения. В этих письмах даже пытаются обвинить Израиль и Соединенные Штаты. И при этом у вас хватает наглости называть нас террористами. Господин Равани, прежде чем выдвигать такие обвинения, вам, возможно, стоит посмотреть в зеркало. Режим, который вы представляете, запускает ракеты по мирным жителям по всему региону, а затем пишет письма, изображая из себя жертву. Единственное письмо, которое вам следует написать, это письмо с извинениями иранскому народу. А после этого, возможно, вам стоит попросить политическое убежище. Это единственное письмо, которое вам следует написать. Третья мировая война могла уже начаться. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на почетного профессора университета Бекингема Энтони Глиза, есть вероятность, что глобальный конфликт уже фактически разворачивается. По его мнению, на это указывают три основных признака. Первый признак – так называемая война по выбору. Речь идет о ситуациях, когда государства начинают масштабные военные действия не для защиты от нападения, а из политических соображений. В качестве примера он приводит удары США и Израиля по Ирану. Второй признак – пренебрежение нормами международного права и распространение принципа «прав сильный». Историк отмечает, что подобная логика уже проявлялась у агрессивных режимов накануне предыдущих мировых войн. Третий признак – готовность стран продолжать военные действия вместо того, чтобы искать быстрые пути к миру. Это делает конфликты более длительными и приводит к расширению их масштабов и географии. По мнению Глиза, под эти характеристики также подпадает вторжение России в Украину в 2022 году. Он считает, что в будущем историки могут рассматривать эти события как одно из возможных начал Третьей мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир может столкнуться с более масштабным военным противостоянием. Об этом он рассказал в интервью ирландскому блогеру Келлину Робертсону. Сказал, что у нас будет Третья мировая война. Президент меня не услышал. В любом случае, возможно, его люди услышали и так далее. Но я не уверен, что они могут это оценить. Например, Россия начала с оружия. Россия начала поддерживать с помощью дронов. И это точно поможет и с ракетами. И на 100% сейчас помогает с противовоздушной обороной. Так что это значит дальше. В такой ситуации вопрос только один. Когда первая страна решит отправить войска? Как это было с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч? 10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории России. Да, они находятся на территории России, но могут прийти в Украину. То же самое может быть и с Ираном. Россия может отправить войска. Россия, по данным CNN, может помогать Ирану совершенствовать тактику применения беспилотников. Как сообщает телеканал со ссылкой на источник в западной разведке, Москва передает Тегерану опыт использования дронов, полученный во время войны против Украины. Ранее сообщалось о передаче разведданных о возможных целях. Теперь речь идет уже о консультациях по методам нанесения ударов по американским объектам и странам Персидского залива. По словам источника, это вызывает растущее беспокойство на Западе. В то же время в Москве подобные обвинения отрицают. Спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уитков заявил, что Владимир Путин заверил Вашингтон: Россия не делится разведданными с Ираном. На фоне напряженности Украина направляет специалистов по беспилотникам на Ближний Восток. По словам Владимира Зеленского, украинские эксперты и дроны-перехватчики должны помочь защитить американские военные базы в Иордании. Президент Франции Эммануэль Макрон провел видеовстречу лидеров стран G7. Переговоры прошли после решения Международного энергетического агентства выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти. Это крупнейшее высвобождение стратегических запасов в истории организации. Шаг должен сдержать рост цен на нефть на фоне войны США и Израиля с Ираном. Решение поддержали все 32 государства, участника Международного энергетического агентства. Конкретные сроки поставок объявят позже. Кроме того, по словам Эммануэля Макрона, лидеры стран G7 договорились, что текущая ситуация на Ближнем Востоке, вызванная войной США и Израиля против Ирана,
и ее последствиями для нефтяного рынка, не является основанием для отмены санкций против России. Мы также договорились на этой встрече G7, что нынешняя ситуация никоим образом не оправдывает снятие действующих санкций против России, и они должны оставаться в силе. Эта ситуация, конечно, не должна уменьшать наше внимание к Украине, нашу поддержку Украине или нашу ясную позицию по санкциям против России. Мы приняли решение в рамках Международного энергетического агентства и его примерно 30 стран-участниц высвободить до 400 миллионов баррелей нефти, что соответствует примерно 14,5 миллиона баррелей французских стратегических резервов. Это максимальный объем. Мы будем делать это поэтапно, в зависимости от ситуации на рынке, в координации с нашими основными партнерами. У нас есть еще много других резервов, но это значительное вмешательство на рынке. В то же время мы будем взаимодействовать с рядом стран, чтобы избежать ограничений на экспорт. Некоторые государства приняли меры, которые в определенной степени затруднили мировую торговлю и подали неправильные сигналы. Важно, чтобы процессы оставались гибкими и чтобы сотрудничество между всеми экономиками сохранялось. Очевидно, что сегодня необходимо определить четкие военные и политические цели этого конфликта. Ирану уже нанесен серьезный ущерб его баллистическим и военным возможностям. Тем не менее, Иран продолжает атаковать ряд стран региона. Это означает, что эти возможности не были полностью нейтрализованы, и в то же время продолжают действовать несколько группировок, связанных с Ираном. Я, в частности, имею в виду происходящее в Ираке и Ливане, поэтому президенту США Дональду Трампу предстоит прояснить как конечные цели, так и темпы, которые он намерен задать военным операциям.